Короче, мы мастера скрытности. Ом мани подмыхум. Сюда-то мы и не дошли. Ну, ладно. Привет! Халун Бенде! С Калмыкии! Никого! Жарко, капец, я не могу. Добрались мы достаточно быстро. Да, столько нет. В общем, доброе утро. Доброе утро с Астрахани. Вот, находимся на острове. Василий хочет спать. Я, в принципе, тоже, на самом деле. Мы спали в районе 4-5 часов. Да. С накопленной усталостью это совсем мало. Так себе. Ну, а, собственно, Волга. Вот, мы пришли сюда ночью. Искупались, в принципе, место неплохое. Сейчас пойдем вон на тот мост и в ту сторону. Ну вот мы вышли на объездную. Василий уже пост принял. Только что словили 2 попутки прям в городе. Причем чуть не с первого раза. Будем надеяться, что удача сегодня везде на нашей стороне. Да. Было бы неплохо, если бы она сразу зайти до нас. Мы выезжали, было только где-то вот 10 с чем-то, там 10:30 утра. Уже 39 градусов. 450 километров до Махачкалы. Нас подбросили 100 от Астрахани. Вот. И теперь мы сидим. И где-то там вдалеке, там перекресточек маленький, там вот проезжают машинки на перекресточке поперек. На Махачкалу не едет ничего. Да, единственный мужик, который мог бы нас подбросить, имел грузовик, забитый под завязку картошкой. А в кабине, естественно, для 2 рюкзаков места нету. Так что мы вот сидим, ждем чего-нибудь еще. Какие-то там просто в чем проблема? Вот там дальше начинается очень плохая дорога, чуть ли не грунтовая. Вот, и поэтому здесь мало кто ездит. Ходят маршрутки, зато он говорит. Вот, я думаю, есть смысл, если придет маршрутка, поинтересоваться хотя бы, сколько все это дело стоит. Вот, если цена, разумная для нас, то, может, прокатимся на ней. Надеемся, что сейчас какой-нибудь грузовичок что-нибудь приедет, что-нибудь нас подхватит. Хотя бы до Махачкалы, если повезет, там, допустим, до Дербента. Вот, надеюсь, что нас тут в степи не съедят, волки, которые тут бегают. Не, ну если что, мы спрячемся вот в этих вот термоядерных сортирах. Да, тут есть толкан на остановке. И, надо сказать, он ничего. На удивление, да. Он даже чист. Посреди ничего он находится, но он чище, чем любой московский, любой там питерский, не знаю, общественный сортир. Ну и в принципе он выглядит как бомбоубежище, так что от волков мы там точно Да. сможем спрятаться. А если что, будем, бить их ледорубом. Я думаю, нормальное такое занятие. О, тачки. 3 штуки. Лови. Ловим. Ловим. А, нет. Нет, это иллюзия. Мираж. Они вот, да, как раз таки на том перекресточке, о котором я говорил ранее, они все благополучно свернули. Нет, не все. Один доблестный белый тачка. Давай попробуем. Нет, Люди там сидели. пока неудача. Вспоминается стишок. Стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли
Господа, федеральная трасса Астрахань-Махачкала. Все, что нужно знать о федеральных трассах. Знакомьтесь, степь. И если бы не какой-то добрый калмык, мы бы здесь не оказались. Калмыки, кстати, потрясающие. Большинство из всех людей, которые нас подбрасывали, были калмыки. Да. Ну и вот, это федеральная Блин, трасса. я шокирован сейчас, вот если честно. Не-не-не, просто посмотрите, смотрите. Федеральная трасса. Калмык сказал, что это кусок федеральной трассы, он длится примерно 25-30 километров, где-то так. Калмык сказал, что они его делают уже 3-й год. Вот. И ни одной машины служебной, да, ни одной, короче, Да, никакого ремонта нет, вот, но они его делают 3-й год, но это то, что они сказали, что они начали. А до этого они даже не начинали. Пипец. Но это уже тогда была федеральная трасса. В общем, довольно интересно. Сейчас мы пойдем посмотрим, здесь какой-то памятник на перекрестке стоит. И хотим набрать воды. Какая-то машина. Машина? Ого. Вдруг бывает такое. Федеральная трасса. Ну пойдем тогда. Смотри, как, кстати, объявление про эвакуатор. Да, хорошо. Ну-ка, что там? Водица. Ну, пригодится воды напиться. Ну, давай. Сейчас посмотрим, какая она. Тачка. Ну, на самом деле, на удивление, мы здесь стоим всего, наверное, минут 10. И уже проехал машин 5. Чеченских, дагестанских. Вот, но проблема вся в том, что они все забиты. Вот, либо пассажирами, либо вещами. Если что, вот там вот стоит ферма, если будет совсем все худо. Можно будет какое-то время, там, ночь, если не выберемся, перекантоваться там. Какие артефакты можно найти где-то в Калмыкии на федеральной трассе? Что это у нас? Шприц. Шприц инъекционный, многократного применения, разборный. Там еще всякие пробирки лежат, чемодан старинный. Покидаем это ужасное место. Едем куда-то, где есть машины, и даже говорят вроде автобуса. Нас опять везет калмык. Калмыки просто святые люди. Может вообще в Калмыкию переехать? В общем, нас подкинули до Комсомольского. Ну, собственно, мы вновь оказались на нормальной трассе, Да. благодаря доброму калмыку. Он хотя сам не мог объяснить, что это будет трасса, поэтому мы ехали в неизвестность. Вот. Но, как оказалось по карте, это действительно трасса та самая на Махачкалу. И мы сейчас будем пытаться уехать. Да, к сожалению, потратили очень много времени, уже начинает темнеть. Вот, не знаю, как далеко сегодня удастся нам заехать. Ну, Вот, поговорили с людьми, проспрашивали про эти вот слухи, про кирпичные заводы, про рабство. Вот, но большинство говорит, что да, они все-таки существуют на самом деле. Но это не точно. Надо держаться трассы. Вот, крупных городов особо не лезть во всякие там села, аулы маленькие и так далее. Вот, в Чечне говорят, все спокойно. в Чечне говорят, вообще каждый говорит, что в Чечне самое спокойное место в России. Ну да. Что вообще ничего не происходит. Хоть в 2 часа ночи шляйся, где угодно, ничего тебе не сделают. Ну, в общем, скоро мы все это узнаем, судя по всему. Едем. Скорее бы уже доехать. Ну что ж, передаем всем большой привет из Дагестана. Да, с границы. Ну, извини, граница уже была. Ну да, граница 60 километров назад была. Вот, мы, в общем, сегодня сделали очень большой крюк, немножко потупили на этой старой песчаной дороге. Вот, но все-таки нас подобрали. Вот, до Кизляра здесь осталось километров 70, вот, до Махачкалы 200. Вот, попытаемся сегодня уехать до Махачкалы, там переночевать, возможно, на море. Пока здесь все отлично, все спокойно. Вот нас подобрал на шикарной Хонде
Да, Вот, какая-то там- очень дорогая тачка. Да, товарищ дагестанец, вот, очень много нам рассказывал про эти места, там, звал в гости, вот, мы сказали, что нам нет, надо железно ехать вперед. Вот, дал нам свой номер, там, на случай чего. Кавказское гостеприимство, оно существует. Это все. Уже сходу, да. Уже сходу, да, первая машина, нас сразу уже там по полной программе. Сейчас пойдем на пост ДПС. Вот, попробуем там найти фуру до Махачкалы. Ну или хотя бы пару легковых. Или одну. да, или что-нибудь в этом роде. Ну вот, будем двигать. Будем двигать. Оставайтесь на связи. Ну вот мы наконец-то доехали до Дербента. Вот. Была на самом деле очень забавная ситуация. Мы стопили в Кочубее, да, вроде бы? Да. Просто рядом остановился автобус, я у него спросил, не едет ли он до Махачкалы. Мы сказали, что да, едут, места есть. Я спросил, сколько стоит, он говорит, ничего, денег не надо. Вот, нас подбросили до Махачкалы, да потом на таком же практически автобусе, вот, мы все-таки в 4 утра выехали в Дербент, заплатив по 200 рублей. Сейчас хотим что-нибудь покушать, посмотреть город и, наверное, сходим искупаемся на море. Вот такие дела. Ну, пес, ну и так шнурков нету, ну что ты делаешь? Приехали в Дербент уставшие, потому что всю ночь, получается, в дороге. Мы вчера выехали с утра из Астрахани, доехали до Махачкалы уже в 3 часа ночи. Нас подбросили на автобусе, мы там это рассказывали. Вот. Доехали к 8, к 9. К 8, к 9, к 8 утра доехали в Дербент. Вот. Так что мы сейчас так сидим. Немножечко отоспались, на самом деле. Ну да, в автобусе хорошо поспали. Вот, сейчас решили вот отметить все это дело. Досиживаем и отправляемся на крепость смотреть. Посмотрим на крепость, погуляем по городу и вернемся обратно в Махачкалу с тем, чтобы дальше сразу отправляться в Грозный. И если все сегодня хорошо сложится, хотя, как показывает практика, обычно этого не происходит, то вечером мы вам уже будем привет из Грозного передавать. Да. А вообще, в целом, первое впечатление, Дербент мне очень нравится. Тут спокойно, тут уютно, вот, тут очень красиво, потому что здесь начинаются такие, ну не то что горы, такие холмики степные, там видно Каспийское море. Вот тут вот дерево, мы к нему там попозже, блин, тут прикиньте, вот просто ну, почти на улице стоит дерево, на нем растут гранаты, блин. Черт возьми, это офигенно. Там Ну да. дальше инжир, виноградники. Ну, в общем, на самом деле, вот очень напоминает Крым, вот эта вся обстановка. Только здесь не татары, да, и не украинцы, а дагестанцы. Ну, в общем, для московского разума, конечно, на все это смотреть удивительно. Да. Такого почти не видишь. Ну, в целом очень похоже. Кстати, Дербент это самая южная точка нашего маршрута в целом. Ну да. Вот, южнее мы уже не берем, сейчас мы будем двигаться как раз вот на северо-запад, Вплоть до Крыма. вплоть до Крыма. А пес все еще продолжает меня жрать, короче. На самом деле, хотели попробовать какого-то местного пива, вот, пришли в кафешку, тут выяснили, что местного пива нет. Ну, не варят, поэтому да, Василий Поэтому попивает взяли. Горьковское, а я Воронежское, Вот Жигулевское. и что характерно, Воронежская, Жигулевская и Горьковская, которая в Новгороде, по идее, Да. они оба варятся в Питере. Варит Балтика в Питере, ну, в общем, как обычно, да. Ну что интересно, на каждого человека, который предупреждал о змеях, о пауках, там, о чем-нибудь таком, приходится 10, которые предупреждают о том, что в горах сидят всякие, которые хотят тебя убить немножко. А так, что можно сказать? Приехали мы в 9 утра, а на улице уже 35, если не больше. Вчера было хуже в Астрахани, Ну да. намного хуже. Иди сюда. Не, он тебя сейчас запалит, цапнет. Цап-цап. Цап-царап.
Снова наша любимая вещь. Дошли наконец-то, поднялись до крепости. Вот такой вот вид отсюда на Дербент, на Каспийское море. Да, только что пересекли границу Дагестана с Чечней. Красивейший.